Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы продолжаем вязать маленькие салфетки от Патрисии Кристоферсон. Наша коллекция пополняется. Сегодня будем вязать вот эту очаровательную мини-салфетку. Давайте рассмотрим поближе. В серединке есть рельефные столбики. Очень интересная кайма. Такие завитушки тут получаются. Размер такой салфетки у меня 12 сантиметров, но я ее не блокировала, а просто отпаривала. Если бы блокировала, она бы еще немножечко растянулась. Но у каждого получится свой размер. Это зависит от выбранных ниток, крючка и плотности вязания. Если вам нравится моя работа, поставьте большой пальчик вверх, пожалуйста. Мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Вязать сегодня я буду из ниток Анна 16 от Сиам в 100 граммах 530 метров. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок. Крючок буду использовать 1,5 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю. Набираем 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика и вяжем первый ряд. 1 воздушная петля подъема, и в кольцо хвостик мы сразу обвязываем, провязываем 12 столбиков без накида. Первый, сюда же в кольцо, второй, третий. Давайте провяжем эти 12 столбиков самостоятельно и встретимся. Подошли к концу ряда, провязали последний 12 столбик без накида и делаем соединение в первый столбик без накида, но за заднюю стеночку. Каждый столбик у нас состоит из 2 половинок, передняя и задняя. Вот вставляем крючок под заднюю стенку и соединительную петлю сделали. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 1 воздушная петля подъема, и в этот столбик, куда делали соединение, также за заднюю стенку провязываем 2 столбика без накида, прибавочка. В следующий столбик без накида, также за заднюю дольку, провязываем прибавочку, 2 столбика без накида. И в каждый столбик первого ряда провязываем по 2 столбика без накида за задние половинки. И у нас должно получиться 24 столбика без накида. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последний 24 столбик без накида и соединяем вершину начального столбика без накида за обе дольки. Вставляем крючок под 2 ниточки. Все, провязали соединительную петлю. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. 1 воздушная петля подъема, и в этот столбик, куда делали соединение, провязываем столбик без накида. Вы поняли, начальный столбик без накида. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, пропускаем столбик и в следующий вяжем столбик без накида. Вот этот столбик, который сейчас мы выполнили, нам нужно пометить маркером. На последний столбик вешаем. Так. Далее 2 воздушные петли, арочка, 1, 2, пропускаем следующий столбик и во второй столбик без накида. 2 воздушные, 1, 2, пропускаем в следующий. Так, вяжем арки из 2 воздушных петель, и у нас должно получиться 12 арок. Подходим к концу ряда.
Сделали 2 воздушные петли, последнюю арку, и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. Третий ряд у нас готов. У нас получилось 12 арок. На всякий случай пересчитайте, чтобы не было ошибки. Вяжем 4 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку из 2 воздушных петель. 2 воздушные, накид. В эту арку вставляем крючок, провязываем столбик с накидом не до конца, закрыли накид. Снова делаем накид, сюда же вставляем крючок под эту арку, закрыли накид. И еще раз накид, выкинули ниточку и закрыли накид. 4 петли на крючке, закрываем за один прием. Выполнили начальный кластер из 4 столбиков с накидом. Далее 4 воздушные петли, арка, 1, 2, 3, 4, накид. Переходим к следующей арке из 2 воздушных и в нее провязываем кластер из 4 столбиков с накидом. Первый столбик не до конца, накид в эту же арку. Второй столбик не до конца, накид. Третий и 4. 5 петель на крючке, закрываем. Кластер готов. Снова 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И в следующую арку из 2 воздушных также провязываем кластер из 4 столбиков с накидом. Между кластерами провязываем арки из 4 воздушных. Так вяжем по кругу, по рисунку, и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний кластер, 4 воздушные петли и соединяем вершину начального кластера с соединительной петлей. 4 ряд у нас готов. Вяжем 5 ряд. Делаем соединительную петлю в следующую арку из 4 воздушных. 1 воздушная петля подъема, и в эту же арку провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В эту же арку столбик без накида. Снова 3 воздушные, 1, 2, 3. И снова в эту же арку столбик без накида. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. Столбик без накида сюда же. 3 воздушные. И еще 3 столбик в эту же арку. Столбик без накида. Итак, на каждой арке у нас по 2 арки из 3 воздушных. Переходим к следующей. Провязываем первый столбик без накида. 3 воздушные. Второй столбик без накида. 3 воздушные. Третий столбик без накида. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Подошли к концу ряда, провязали 3 столбик на последней арке и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. Так, 5 ряд у нас готов. У нас получилось 24 арки из 3 воздушных петель. Вяжем 6 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку, 1 воздушная петля подъема, и в эту арку провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В следующую арку 2 столбика без накида. Первый и сюда же второй. 3 воздушные, 1, 2, 3.
в следующую арку также 2 столбика без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3 в следующую арку. Так, вяжем по кругу, в каждую арочку провязываем по 2 столбика без накида, и между этими группами из 2 столбиков арки из 3 воздушных петель, и у нас получится также 24 арки. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Подходим к концу ряда. Нам осталось провязать последнюю арку из 3 воздушных, и для ее формирования мы сделаем 1 воздушную петлю, накид, и в вершину начального столбика без накида провязываем полустолбик с накидом, 3 петли на крючке, закрываем за один прием. Вот такая арочка у нас получается. 6-й ряд у нас готов. Вяжем 7-й ряд, 1 воздушная петля подъема, и в эту арку, которую мы формировали, провязываем 2 столбика без накида, 1 и 2. Переходим к следующей арке из 3 воздушных, в нее вяжем столбик без накида, делаем 4 накида, 1, 2, 3, 4, и теперь вокруг отмеченного столбика маркер мы убираем, я вставляю крючок прям под сам столбик, но можно также вводить крючок вот за передние стеночки под 2 нитки, вот так. Но я, чтобы побыстрее, вот под весь столбик вставляю. И закрываем попарно все петли на крючке, все накиды. 2, 3, 4, 5. Провязали столбик с 4 накидами. И в эту же арку, куда провязывали последний столбик без накида, арка 6-го ряда, провязываем еще 1 столбик без накида. Так. Переходим к следующей арке, в нее провязываем 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, арочка, 1, 2, и еще 2 столбика без накида сюда же, в эту арку. Итого 4 столбика, посередине арка из 2 воздушных. Переходим к следующей арке, в нее провязываем 1 столбик без накида, далее идет столбик с 4 накидами, сделали 4 накида и спускаемся вниз, и вокруг следующего столбика провязываем столбик с 4 накидами. Накиды укладываем плотненько на крючок, чтобы все столбики у нас были одной высоты. И в эту же арку провязываем еще 1 столбик без накида. Давайте еще раз вместе провяжем. В следующую арку вяжем 2 столбика без накида, 2 воздушные петли и еще 2 столбика без накида сюда же, в эту арку. Переходим к следующей, и в нее провязываем столбик без накида. Далее столбик с 4 накидами. Спускаемся вниз, сделали 4 накида, ровненько все уложили, и вокруг следующего столбика без накида закрываем попарно все петли, и 2 столбик без накида в ту же арку, куда провязывали последний столбик без накида. И в следующую арку также вяжем 4 столбика без накида, посередине арочка из 2 воздушных. Вот. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда, провязали последний столбик с 4 накидами,
столбик без накида после него, подошли к арке, в которой мы провязывали 2 первых столбика, в нее довязываем еще 2 столбика без накида. И для формирования арки из 2 воздушных мы делаем 1 воздушную петлю и столбик без накида в вершину первого столбика без накида. Вот такая маленькая арочка у нас формируется. 7 ряд у нас готов. Вяжем 8 ряд. 1 воздушная петля подъема, и в эту арку, которую мы формировали, провязываем 2 столбика без накида, первый и сюда же второй. Теперь в следующие 3 столбика провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3. Рельефный столбик с 4 накидами мы пропускаем, и в следующие 3 вяжем по столбику без накида. Подошли к арке из 2 воздушных, и в нее провязываем 3 столбика без накида. Первый сюда же в эту арку, второй, третий. В следующие 3 столбика по столбику без накида. Пропускаем рельефный с 4 накидами, и в следующие 3 также вяжем по столбику без накида. Далее в арку из 2 воздушных петель также провязываем 3 столбика без накида. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 3 столбика. Теперь в первую арку вяжем 3 столбик без накида и соединяем вершину начального столбика с соединительной петлей. 8 ряд у нас готов. Всего 108 столбиков без накида. Вяжем 9 ряд. 1 воздушная петля подъема, и в этот столбик, куда делали соединение, провязываем начальный столбик без накида. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, арка, пропускаем 2 столбика, 1, 2, в следующий столбик без накида. Снова 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, 2 пропускаем, в следующий столбик без накида. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, 2 пропускаем столбика, в следующий столбик без накида. Так вяжем по кругу самостоятельно и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда. Нам осталось провязать последнюю арку из 4 воздушных, и вместо нее мы делаем 1 воздушную петлю, накид и столбик с накидом в вершину начального столбика без накида. Таким образом формируем арочку. 9 ряд у нас готов. Вот что у нас получается. У нас 36 арок из 4 воздушных петель. Вяжем 10 ряд. 1 воздушная петля подъема, и в эту арку, которую формировали, провязываем столбик без накида. Вы поняли, начальный столбик без накида. Далее 5 воздушных,
1, 2, 3, 4, 5 арка. И теперь следующие 3 арки провязываем по 2 столбика без накида. В первую арку 2 столбика, сразу во вторую 2 столбика без накида и в третью 6 столбиков подряд провязали. Снова 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5 арочка, и в следующие 3 арки по 2 столбика без накида. Вяжем 6 столбиков, 1, 2, в следующую 3, 4 и в следующую арку 5, 6. Провязали 6 столбиков без накида, снова 5 воздушных и снова 6 столбиков. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Итак, провязали арку последнюю, в следующие 2 по 2 столбика, 1, 2, 3, 4, и теперь нужно 5-й столбик выполнить в первую арку. Соединяем в начальный столбик с соединительной петлей. 10 ряд у нас готов. У нас получилось 12 арок из 5 воздушных и 72 столбика без накида. Вяжем 11 ряд. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик, куда мы делали соединение, и в следующую арку из 5 воздушных, столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик без накида сюда же в эту арку. Снова 3 воздушные, 1, 2, 3, еще 1 столбик без накида в эту же арку. И третья арочка из 3 воздушных, 1, 2, 3, и последний столбик в эту же арку, 4-й. Вот такой гребешок у нас получается из 3 арочек, из 3 воздушных петель. Далее в следующие 6 столбиков по 1 столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в следующую арку из 5 воздушных также провязываем столбик без накида. И на этой арке делаем 3 арочки из 3 воздушных. 1, 2, 3, столбик без накида в эту же арку. Снова 1, 2, 3, столбик без накида сюда же. Вторая арка готова. 1, 2, 3 воздушные и 4-й столбик без накида в эту же арку. И снова 6 столбиков без накида. Вот что у нас получается. Продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда. Провязали последний гребешок вот из 3 арочек. И нам нужно теперь в 5 следующих столбиков провязать по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и соединяем в начальный столбик без накида с соединительной петлей. 11 ряд у нас готов. У нас 36 арок из 3 воздушных. Вяжем 12 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик и в арку из 3 воздушных петель. Также соединительную петлю сделали, подошли к первой арке, 2 воздушные, 1, 2, накид, и в эту арку вяжем столбик с накидом не до конца, закрыли накид, 2 петли на крючке, накид, и еще 1 столбик с накидом в эту же арку, но не до конца. 3 петли закрываем за 1 прием. Выполнили начальный кластер из 3 столбиков с накидом.
Далее 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И в следующий столбик без накида, вот между двух арок, столбик без накида провязываем. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Накид. В следующую, в среднюю арку, вот на гребешке, вяжем кластер из 3 столбиков с накидом. Первый столбик не до конца, накид. Сюда же второй столбик с накидом не до конца, накид. Третий столбик с накидом не до конца. 4 петли, закрываем. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в следующий столбик между второй и третьей аркой. Вот у нас столбик. Провязали столбик без накида. И снова 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Накид. В третью арку на гребешке также вяжем кластер из 3 столбиков с накидом. Первый столбик не до конца, второй и третий. Четыре петли закрываем, пропускаем все столбики без накида, переходим к следующей арке на гребешке и в первую арочку провязываем кластер из 3 столбиков с накидом. Между третьим и первым кластерами мы арки не вяжем. Все, готово. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в следующий столбик без накида. Все, узор наш повторяется. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда, провязали последний кластер из 3 столбиков с накидом и соединяем вершину начального кластера с соединительной петлей. Соединили. 12 ряд у нас готов. У нас получилось 48 арок из 4 воздушных петель. Вяжем 13 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку из 4 воздушных петель. 1 воздушная петля подъема, и в эту арку из 4 воздушных провязываем 2 столбика без накида. Первый начальный и второй. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующие 2 арки провязываем по 2 столбика без накида. 1, 2. Пропускаем средний кластер и в следующую арку 3, 4. Также 2 столбика без накида. Далее 3 воздушные петли. В следующую арку перед третьим вот лепесточком вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Накид. И теперь у нас вот 2 кластера, и вот в промежуток между ними я прям под кластеры буду провязывать вот так. Можно вот в это отверстие, вот сюда, но мне вот больше нравится, когда разделяем мы эти кластеры. Вяжем столбик с накидом. В следующую арку, вот после первого лепесточка, также 2 столбика без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующие 2 арки по 2 столбика без накида. Первую арку 2 столбика провязали, и в следующую 3, 4. Мы уже повторяем раппорт. Для закрепления 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующую арку 2 столбика без накида. Сделали накид, и теперь в промежуток между 2 кластеров
столбик с накидом. И в следующую арку 2 столбика без накида. Легкий ряд. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Итак, провязали последний столбик с накидом и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. 13 ряд у нас готов. У нас всего 108 столбиков и 24 арки из 3 воздушных петель. Вяжем последний 14 ряд. Делаем одну воздушную петлю подъема и в этот столбик без накида. Выполнили начальный столбик. Следующий столбик мы пропускаем и в арку из 3 воздушных провязываем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. В следующие 4 столбика по столбику без накида. 1, 2, 3, 4. В следующую арку 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Далее первый столбик мы пропускаем, а в следующие 3 по столбику без накида. Первый провязали, теперь в столбик с накидом и в следующий столбик без накида. Столбик без накида пропускаем, переходим к арке, в нее провязываем 5 столбиков, обвязываем арочку. Далее 4 столбика по одному. Следующие 4 столбика провязываем. В этом ряду мы вяжем только столбики без накида. В следующую арку 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее у нас идут 5 столбиков. Первый пропускаем, во второй вяжем, теперь в столбик с накидом и в следующий столбик без накида, а 5 пропускаем. Далее в арку 5 столбиков. Все, вяжем самостоятельно. Подходим к концу ряда и делаем соединение вершину начального столбика без накида. Ставим нашу салфетку на блокировку. Можно просто отпарить, не прижимая сильно, чтобы не повредить вот эти рельефные столбики, чтобы она была все-таки у нас объемной, такой фактурной. Давайте доведем нашу мини-салфетку дома, встретимся и посмотрим, что же у нас получится. Ну вот, я довязала салфетку, не стала делать блокировку, просто отпарила. Она и так очень красивая. Посмотрите, какая нарядная, интересная. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такую очаровательную салфеточку крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!